Представляю вам невероятное существо, спрятанное в глубинах океана. Он прячется в иле морского дна, оставляя на поверхности лишь свои огромные челюсти, и поджидает добычу. Молниеносный удар. И добыча поймана. Червь утаскивает жертву под землю и там поедает ее. Но иногда и он может промахнуться. Имя ему — австралийский пурпурный червь или червь Боббита. Не только рыба может стать его обедом. Осьминог тоже подойдет. И кальмар сгодится. Еще больше ужасает то, что длиной этот червь может вырастать до 3 метров. 3-метровый червь, который утаскивает своих жертв под землю. Это реально страшно. Справедливости ради скажу, что он довольно тонкий и больше похож на веревку. Его диаметр примерно как большой палец руки. Червь Боббита встречается в Индонезии, Австралии, вблизи островов Фиджи, Бали, Новой Гвинеи и на Филиппинах. Червь способен затащить под землю и съесть кого угодно. Даже эта рыба фугу, которая очень ядовита, не может чувствовать себя в безопасности. Рыба фугу имеет интересный защитный механизм. Она раздувается при опасности и становится как шар, тем самым избегая множества неприятностей. Однако червя Боббита это не останавливает. Хоть и с трудом, он все же утаскивает ее. Новая Зеландия. Невероятно красивая страна, омываемая водами Тихого океана. Она имеет множество лесов и удивительных существ, населяющих эти места. Но здесь есть необыкновенная пещера, потолок которой украшен множеством сказочных огней. Просто волшебное место. И если присмотреться поближе, то можно увидеть красивые нити, свисающие с потолка пещеры. Нет, это не украшение. Это смертельная ловушка для насекомых. Их сделали светящиеся черви. Для того, чтобы ловить залетающих насекомых. Эти нити липкие как клей, и насекомое, попадая в них, прилипает и не может выбраться. Известно, что многие насекомые летят на свет, поэтому черви с помощью химической реакции излучают свет. И чем голоднее червь, тем больше света он излучает. А червей в этой пещере тысячи, поэтому кажется, что ты попал в какое-то сказочное место. Так и есть, но для насекомых это адское место. Попав в такую ловушку, насекомое обречено. Червь медленно подтягивает жертву, при этом он выключает свет, чтобы экономить энергию. А затем высосет из нее все соки. Попав в такую пещеру и любуясь ее красотой, помните, что она просто кишит червями и липкими нитями, свисающими почти на метр вниз. В тропических лесах живет удивительное существо, называемое анихофором или бархатным червем. С виду довольно милый червячок,
Но на самом деле это жуткий маньяк, вооруженный необычным оружием. Он почти слеп и ориентируется по звуку и колебанию воздуха. Усики — это его антенны. Благодаря своим мягким ножкам передвигается он бесшумно, и жертва не слышит, как он приближается. Анихофор слышит передвижение жучка и расчехляет свое оружие. Два пистолета, стреляющие клейкой нитью на расстоянии до полуметра. Эта слизь, попадая на жертву, быстро застывает. Она никак не вредит жертве, а лишь обездвиживает ее. У Анихофора во рту есть разделочный нож, с помощью которого он вскроет этого жука, впрыснет слюну, содержащую специальные ферменты, превращающие внутренности в бульон, а затем высосет все до капли. Жук в западне, он не может убежать или дать бой червю. Он все чувствует, и ему приходится лишь смирившись ждать своей неминуемой гибели. Бархатные черви очень медленные, но они могут поймать такую быструю жертву, как таракан. Таракан быстро передвигается по засохшим листьям. Хищник уже приготовился стрелять, как вдруг таракан, будто почуяв опасность, замирает. Но один усик предательски выпрямляется. Реакция червя последовала незамедлительно. Осталось только доползти и спокойно выпить все соки таракана. Очень удобно, даже драться не приходится. Бархатные черви — это древние существа, живущие еще со времен динозавров. В длину они вырастают до 20 сантиметров, имеют множество пар ног. Их передвижение мягкое и бесшумное. На каждой ножке имеется коготь, позволяющий Анихофоре передвигаться даже по вертикальным поверхностям. Этот червь действительно ужасен. Сейчас он голоден и ищет жертву. Он плотояден, и в его рацион входят в основном дождевые черви. Иногда он пожирает улиток и многоножек. Необычен его внешний вид. Его голова напоминает молот, отсюда и название – молотоголовый червь. Когда червь выслеживает свою жертву, он обвивается вокруг нее как змея и опутывает слизистыми выделениями. В них находится в небольшом количестве нейропаралитический яд – тетродоксин, используемый также для защиты от хищников. Он быстро попадает в кровь. Ротовое отверстие располагается ближе к середине нижней части тела червя. Обволакивающая добычу слизь выполняет дополнительно роль пищеварительного фермента. Хищник просто высасывает содержимое переваренных внутренних органов жертвы. Рот червя также служит его анусом. Червь может прожить несколько недель на своих запасах и будет пожирать свои собственные ткани для еды. За неимением дождевых червей, улиток и многоножек, они могут поедать себе подобных, то есть являются каннибалами. Молотоголовые черви по существу бессмертны. Обычно червь размножается путем фрагментации, оставляя за собой кончик хвоста, прилипший к листу или другому субстату, который затем развивается во взрослую особь. Если червя разрезать на куски, то каждая секция может регенерировать в полноценный организм в течение нескольких недель. Поврежденные черви быстро регенерируют поврежденные ткани. Молотоголовые черви широко распространены в Юго-Восточной Азии. Наибольшие их популяции наблюдаются в тропической и субтропической зоне Индокитая, особенно во Вьетнаме и Камбодже. Вместе с экзотическими растениями они были завезены в Европу и Северную Америку, где успешно акклиматизировались в условиях умеренного климата. Здесь они живут преимущественно в оранжереях и ботанических садах.
Черви довольно длинные и могут достигать 60 см в длину, но обычно их размеры не превышают 30 см. Новая Зеландия. В этих роскошных диких лесах, наполненных влагой частых дождей и множества рек, создалась своеобразная экосистема, в которой стало возможным появление множества различных существ. Таких, например, как эта гигантская улитка. Улитка Павелифанта – это великан из мира улиток. Она может вырасти размером с мужской кулак. Улитка очень редкая, увидеть ее – это настоящая удача. Но самое удивительное в ней – это не ее размеры, а ее необычные кулинарные предпочтения. Она очень любит червей и заглатывает их как спагетти. Червям не везет также на острове Борнео. Там их поедает гигантская красная пиявка. Этот монстр настолько большой, что не просто высасывает кровь из своих жертв. Червей пиявка заглатывает целиком. Сначала она ощупывает червяка, выясняя, где у него начало и конец. Затем начинает всасывать его целиком. На этом канале вы увидите короткие интересные ролики из мира животных. Если нравится подобный контент, то подпишитесь и посмотрите другие ролики на канале.